Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с палитрой такой работали, но и с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание, что берете вы пряжу любую, какая у вас есть, узорчики универсальные. Поэтому пробуйте из любой пряжи. Главное, подберите правильно крючок. Итак, новички, кто не работал с данной пряжей, которую я буду сегодня показывать. Называется Alize Angora Gold. Что это за ниточки? Смотрите, в 100 граммах у них находится 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель брать крючок от 2 до 4. Пока не забыла, сразу называю вам цвет ниточки. Кому понравился, смотрите, 462. Итак, я данную пряжу вязала крючком номер 3. Вот, я беру крючок номер 3, чтобы у меня все получилось. А вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Давайте я наберу 2 раппорта. И еще возьму одну воздушную петельку дополнительно, для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итого получается 28 плюс 1. 29 петелек набираю я. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 29 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы вы в воздушных петельках не запутались, да? В столбиках точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Далее в следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Так мы шагаем по каждой петельке нашей цепочки и каждую петельку провязываем столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. Получается, у вас должно получиться столбиков ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. В моем случае 29 воздушных петелек я набрала, значит должно получиться 29 столбиков с накидом. Поняли, да? Итак, смотрите. Вот эти первые 3 петельки, которые мы набирали, это имитация столбика. Да, считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся и провязываем наш узорчик. Несложно? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот наши столбики готовы. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Раз. В следующий столбик, столбик без накида. 2. И следующий столбик, столбик без накида. 3. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот так вот подтягиваем ниточку. Так, не сильно как бы много, но приблизительно, ну, скажем, на столбик с накидом. Да, вот так вот. Накид. Возвращаемся сюда же. Вот таким вот образом захватываем 2 петельки. Вытягиваем еще раз ниточку. Второй раз. Накид. Точно так же сделали 3-й раз. У нас получается на крючке петельки. Держим их все вместе. И все вместе провязываем за один раз. Раз. И обязательно зафиксировать. Вот такой пышный столбик. Далее, смотрите. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й столбик провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть вот на такую вот длину необходимо будет вам делать пышный столбик. Далее, смотрите, точно так же подтянули петельку нашу. Накид, делаем точно такой же пышный столбик. Опять же возвращаемся к нашему столбику и захватываем вот так вот 2 наши петельки от нашего столбика. Вытягиваем ниточку. Так, это у нас получается 2-я петелька и 3-я петелька. Все вместе провязали, обязательно зафиксировали. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4.
В 5-й столбик нырнули, провязали столбик без накида. Как вам первоначально? Понятно, да? Идем дальше. 1-й столбик без накида, 2-й столбик без накида, 3-й столбик без накида, 4-й и 5-й. Вот в самом начале, получается, мы провязали 3 столбика. Это вот половинка, получается, наших вот этих 5 столбиков. Как только провязали 5 столбиков без накида, опять повторяем такой же пышный столбик. Подтянули ниточку, накид, нырнули вот в наши 2 петельки от нашего столбика. Вытянули ниточку. 2-я петелька у нас получилась, накид и 3-я петелька получилась. Все вместе провязали, зафиксировали. Пропустили 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й нырнули столбиком без накида. И опять точно так же подтянули ниточку, накид, возвращаемся сюда же, захватываем вот так вот 2 петельки, вытягиваем ниточку. 1, 1, опять провязали все петельки вместе, зафиксировали. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот у нас остаются, получается, 3 столбика наших. Мы заканчиваем вязание. 1, 2 и 3-я петелька получается. 3 петельки подъема, в 3-ю петельку нырнули 3. То есть 3 столбика без накида, точно так же, как мы и начали. 3 столбика без накида. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Так, следующий ряд. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Там, где наши столбики без накида, мы их будем провязывать столбиками с накидом. Тут несложно. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Вместе с 3 петельками подъема получается 3 столбика. Понятно, да? Идем дальше. Смотрите, воздушная петелька, накид. Вот у нас здесь с вами был столбик без накида между 2 пышными столбиками. Ныряем в этот столбик, вытягиваем ниточку, подтягиваем вот таким вот образом, держим на крючке. 1, сюда же 2, сюда же 3. Как только 3 раза сделали, смотрите, все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же, опять же, в этот столбик делаем точно такой же пышный столбик. Потянули 1, потянули 2, потянули 3. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе, опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Третий раз, вернее, так делаем. Так будем делать 4 раза. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И последний раз сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. И здесь, получается, будет 1 воздушная петелька. 1 воздушная петелька. И перепрыгиваем вот наши столбики. 5 столбиков без накида. И, получается, провязываем в каждый столбик без накида столбик с накидом. Сейчас покажу, что получится. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите. В итоге у нас получается вот такой вот веерочек. 1, 2, 3, 4 столбика, да, пышных провязали. Несложно? Несложно. 2 пышных столбика предыдущего ряда, да, и получается вот такой обширный веерочек. Красиво? Красиво. Ваша задача повторить сейчас точно так же. Вот с этими, получается, пышными столбиками. В данный столбик без накида провязывайте 4 пышных столбика, между столбиками по 3 воздушные петельки. Угу. Справитесь? Я уверена, что справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот второй веерочек такой провязали. Шикарные получаются, да? Закончили мы ряд точно так же, как и начинали. 3 столбика с накидом. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Там, где наши столбики, мы провязываем столбики с накидом. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. А теперь смотрите, делаем 1 воздушную петельку. И вот у нас получается были 4 пышных столбика, а между ними 3 арочки. 1, 2, 3.
Так вот, в каждую арочку, мы будем работать с арочками, в каждую арочку ныряем и провязываем по 3 столбика без накида. Раз столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. Переключаемся в следующую арочку. Раз столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. И переключаемся в следующую арочку. Раз столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. Все, вот мы провязали наши арочки. Далее 1 воздушная петелька. Переключаемся на наши 5 столбиков и провязываем точно так же 5 столбиков с накидом. То здесь вообще ничего сложного нет. Второй столбик, третий, четвертый и пятый. Поняли, да? А дальше получается повторение. Точно так же в арочке провязывайте по 3 столбика без накида и заканчивайте ряд 3 столбиками с накидом. Не сложно? Не сложно. Давайте, вы справитесь. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали столбиками без накида и второй веерочек. Закончили ряд мы наш столбиками с накидом, как и договаривались. Дальше 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Второй столбик тоже столбик без накида. И третий столбик, столбик без накида. А теперь смотрите, мы будем провязывать точно так же, как в самом первом ряду. Наш пышный столбик. Итак, для начала потянули ниточку. Да, помните, не сильно как бы высоко и не сильно мало. Накид. Ныряем в наш столбик. Вот эти 2 петельки. Вытягиваем ниточку. Вторая петелька. И точно так же ныряем вот в эти 2 петельки. Вытягиваем ниточку. Третья петелька. Все вместе провязали, зафиксировали. А теперь смотрите. Вот получается наши 3, так скажем, арочки были провязаны столбиками без накида. Идем, получается, вот во вторую арочку. И смотрим. Там мы провязывали 3 столбика. Раз, два, три. Вот ко второму столбику присоединяемся столбиком без накида. Несложно, да? Видите? Опять подтянули ниточку, провязываем второй пышный столбик. Накид. Сюда же возвращаемся к нашим петелькам. 2. Накид. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И переключаемся на наши 5 столбиков с накидом. Но в данном случае будем провязывать столбики без накида. Раз. 2. 3. 4. 5. То есть мы с вами, смотрите, точь-в-точь повторяем наш самый-самый первый ряд. То есть сейчас вы точно так же довязываете, получается, провязываете 2 пышных столбика, присоединяйтесь к центральной арочке, а именно к центральному столбику без накида, да? И заканчивайте 3 столбиками без накида. Дальше смотрите, 3 столбика с накидом у вас идут веерочек из 4 пышных столбиков и 5 столбиков с накидом. Поняли? То есть вы точь-в-точь повторяете второй ряд. Потом, получается, повторяете третий ряд, столбики с накидом, и каждую арочку провязываете столбиками без накида. Опять столбики с накидом, столбики без накида и так далее. То есть сам по себе узорчик 3 ряда. 2 пышных столбика, 4 пышных столбика. Обвязываем столбиками без накида. Поняли, да? И опять 2 пышных столбика, 4 пышных столбика. Обвязываем. То есть все, получается, веерочки друг над дружкой будут стоять. Столбики тоже друг над дружкой. Ничего сложного. Для тех, кто умеет вязать по схемке, я схемку прилагаю. Схемка, к сожалению, какая есть. Надеюсь, что разберетесь, поймете. Если что, перематывайте назад, смотрите, повторяйте. Узорчик очень простой. Новички, кто не умеет читать по схемкам, посмотрите. Я надеюсь, вы разберетесь, где столбики, где пышные столбики, где столбики с накидом, где без накида, где воздушные петельки. Ну что, встречаемся через несколько рядочков. Посмотрим, какая получится красота. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, что в итоге получается. Вот такие вот вертикальные, ну, назовем ромашки, допустим, да. И вертикальные столбики получается. По бокам по 3 столбика. В центре вы можете менять количество столбиков. У вас может быть и меньше, и может быть больше, в зависимости от вашего изделия, которое вы вяжете. Вот такая красота. В моем случае красота вот так тянется и вот так тянется. Из моей пряжи, да. Я, конечно, провязала одной ниточкой. Вы можете комбинировать.
У вас может быть один ряд цветочков одним цветом, другой ряд другим цветом и так далее. И в зависимости от того, какие ниточки вы будете применять, это могут быть летние вещи, да, демисезонные, зимние, от топиков, от маечек до шарфиков, снудиков, кофточек, кардиганчиков. Видите, узорчик у нас двусторонний. Выбирайте сторону, какая вам больше всего нравится, и вяжете. Можете и секционную пряжу, и остаточки ниточек, то есть на ваше усмотрение. В любом случае будет шикарно. Давайте замерим красоту. Сегодня я набирала всего лишь только 29 воздушных петелек, но принцип узорчика понятен, да? Если, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то сегодня в моем случае это вот 12,5 сантиметров. А тут получается каждый цветочек, да, это 3 ряда. То есть вертикальный раппорт узорчика 3 ряда. Раз, два, три. Дальше опять раз, два, три. То есть получается раз, два, три, 4 вертикальных раппорта. Это 12 рядов. И первый наборный 13. Вот давайте замерим. Это у нас получается, смотрите, 11 сантиметров. Здорово. Здорово. В копилочку ваших узорчиков. Ниточку можете брать посветлее, ниточку потемнее. То есть ваша фантазия здесь прям не ограничивается ничем. Естественно, кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам будет интересно, какими ниточками, что у вас по итогу получилось. Кто не вязал данным узорчиком, подбрасывайте идейки в комментариях, что можно связать. Девчата читают, будет интересно. Ну что, я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить, вам будут приходить уведомления. Естественно, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты. Бежите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.